Ким, папа, как у Ким. Привет, дорогие! В эфире Аленка. И сегодня мы с вами соберем самый необычный компьютер в мире. Этим мы с вами поможем сразу двум корпорациям, которые много выпендривались, но так и не смогли. Я не просто так стою сегодня на фоне жареного цыпленка из Кентукки, ведь именно здесь я получила самую важную часть будущего компьютера. Вот это вот ведерко. Короче, сборка KFC консоль. Погнали! Все, спасибо большое. До свидания. Нам понадобится самое настоящее фирменное ведерко KFC, которое можно получить за 199 рублей в преддверии Нового года в любом из наших любимых ресторанов общественного питания. Чтобы из ведра сделать самый настоящий корпус, мне понадобится всего пара мелочей. Теперь к основе консоли. Самая компактная материнская плата, которая только есть в продаже, Asus Q170S1, значит это сокет 1151. Форм-фактора то ли BTX, то ли обрезали все по краям и оставили по 14 см текстолита у каждой из сторон. Эта мать не так уж и плоха и при нехитрых манипуляциях может полюбить процессоры 10-го поколения. Нужно: первое, перепрошить BIOS, второе, сказать пару волшебных слов. Люби, пожалуйста. Итак, к нашему процессору. Это чудо китайской изобретательности изначально являлся инженерной версией процессора i7-10750H, предназначенной для ноутбуков, но стараниями умелых китайцев переделанный под сокет 1151. 6 ядер и 12 потоков на архитектуре Comet Lake с максимальной частотой в турбобусте 4300 МГц. Множитель, естественно, заблокирован, TDP 45 Вт или чуть больше, раза в 2, если его жарить в стресс-тестах. Оперативная память DDR4 объемом 16 гигов двумя модулями по 8. Самая простая, зеленая, от Crucial на чипах Micron и с частотой 2666 МГц. На материнской плате разъемы под память SODIMM, соответственно память взяла ноутбучного форм-фактора. В нашем случае отличие лишь в размере. Она все так же неплохо поддается разгону, несмотря на свои компактные размеры. Единственным спонсором этой сборки является польская компания Gudram. Без каких-либо обязательств предоставили мне NVMe накопитель PX500 на 1 терабайт. Просто попросили с ним ознакомиться и поставить в любую мою сборку. По характеристикам: накопитель на памяти 3D NAND со скоростями на чтение 2050 МБ в секунду и на запись 1650 МБ в секунду. В обычную сборку я его не захотела ставить, сразу решила, что свое достойное место он обязательно займет в консоли.
Блок питания EPON E120 с максимальной мощностью в 120 Вт, что точно будет достаточно для всех компонентов системы. Судя по большому диапазону входного напряжения, на борту имеет активный PFC, но увидеть я этого, как обычно, через отверстие в блоке не смогу. Также заявлены основные защиты от перегрузки и короткого замыкания и т.д. Хоть блок питания и внешний, но по весу немногим легче, чем некоторые полноценные ATX блоки питания. По моему нескромному мнению, в KFC консоль должен быть кулер от одного из лучших производителей систем охлаждения, поэтому охлаждать процессор будет Deepcool TT20 PWM. Рассеиваемой мощности в 95 Вт будет достаточно, к тому же он умеет регулировать обороты и очень тихий даже на средних скоростях. К материнской плате надежно крепится с помощью винтов, неплохая родная термопаста уже нанесена на основание кулера. Вентиляторы для корпуса Deepcool X-Fan 60, тут вопросов, какие ставить, вообще не возникало. Нормальные шестидесятки в продаже нашла только такие. У других либо цена стремится в космос, либо сомнительные по качеству. Соответственно, я вообще не сопротивлялась и сразу их купила. Заявленный уровень шума в 24 дБ, и при желании можно немного регулировать скорость вращения. На материнской плате всего один свободный разъем для корпусного вентилятора, а у меня их два. Еще нужно запитать подсветку корпуса, нужен разветвитель, и опять это Deepcool. Модель разветвителя FH04, самый простой и компактный на 4 выхода. Из преимуществ поддерживает регулировку скорости вращения, а значит яркость подсветки будет зависеть от нагрева консоли. Это будет красиво.
Спасибо большое, что смотрите это видео. На 20 минут ролика у меня ушло более 1,5 месяца бессонных ночей. Я очень старалась, было очень много сложностей, мне даже самой пришлось освоить 3D-моделирование. К примеру, вы видели идеальную верхнюю крышку с правильными креплениями и отверстиями, но на самом деле это уже 3-я крышка после 2 неудачных. И таких моментов во время сборки возникало десятки. Все шло против меня. Я очень волновалась, хотела успеть к назначенной дате, и даже это оказалось нереально. Я точно знаю, что у многих из вас, кто сейчас смотрит это видео, тоже есть свои мечты. Очень вас прошу, каким бы тяжелым ни был путь к вашей цели, никогда не останавливайтесь. Помните, в первую очередь вы пообещали сами себе, а обещания, данные себе, обязательно нужно выполнять. Я поверила в себя и хочу вас попросить, верьте в свои силы и идите до конца, потому что именно результаты делают нас счастливыми. Те мои слезы, которые вы видели во время первого включения KFC консоль, это самое настоящее счастье. Что будет дальше с KFC консоль, я пока не решила, но точно знаю, если KFC увидит этот ролик и попросит у меня ее, я отдам. У них есть курочка, у меня консоль. Думаю, договоримся. Спасибо компании Goodram за предоставленный накопитель. Мне это очень сильно помогло материально, потому что сборка оказалась куда более затратной, чем я предполагала. А вам, мои родные, большое спасибо за то, что смотрите меня. Я очень ценю вашу поддержку, активность лайками и подписками. Очень скоро обязательно увидимся. С вами была Алена Бутиль. Всех крепко обняла и поцеловала. Пока-пока.